Файловые системы– это то, о чем обычно не задумываешься. Работают себе и пусть. Но время от времени хочется понять, данные вообще-то в целости? Резко вырубили свет? Нестабильная оперативка? Кашляет жесткий диск? Все это может повредить данные. Как убедиться, что битики в файлах действительно верные? В этом видео проведем небольшой эксперимент, где сравним, как ведет себя XZT4 и Btrfs в случае, когда по каким-то причинам данные на диске испортились. XZT4 и Btrfs я взял как пример двух типов файловых систем – более традиционный и более прогрессивный. Будем смотреть только на чистый FS, без дополнительных инструментов и настроек, в самой простой конфигурации по умолчанию. Сразу оговорюсь, читать Btrfs можно по-разному. Btrfs, Btrfs, BTRFS – это не играет большого значения. Я буду говорить Btrfs. Для примера возьму вот эту фотографию моего кота, которую сделал сам много лет назад. Она имеет для меня сентиментальную ценность, и я очень не хотел бы потерять ее. Итак, у нас есть файл. Как можно в будущем понять, что он цел, а не побит и не испорчен? Один из методов, который можно применить, это традиционный чексуминг. Для начала откроем терминал и освежим память по базовым командам. Будем пользоваться MD5 чексумами. Для получения такой чексуммы вводим команду md5sum photo.jpg и выводим результат в файл фото md5sum. Полученный результат посмотрим с помощью cat. Вот он, чексумма и файл, для которого она была получена. Для проверки целостности файла в будущем пользуемся md5sum с флагом "-c", то есть чек. Ну вот, получаем ОК, значит файл в порядке. Теперь внесем ошибку в файл. Для этого копируем photo.jpg в photobed.jpg. Затем открываем photobed в Hexedit. Мы будем намеренно повреждать тестовый файл. Не делайте этого с важными данными. Прокручиваем файл где-то до 50%. Заменяем первые попавшиеся значения на FF. Сохраняем на F2 и выходим на Ctrl-C. Для полноты картины сделаем md5sum для поврежденного файла. И теперь посредством cat сравниваем чексуммы. Обратите внимание, значения разные. Именно так в будущем можно понять, файл поврежден. Некоторые программы, даже при повреждениях, могут все равно обрабатывать файл. Вот как это выглядит для нашей поврежденной фотографии. Серая часть снизу не была обработана GwenView. С чексуммами разобрались, теперь к FS. Сделаем раздел с XZT4. Создавать настоящие разделы нет никакого смысла, достаточно будет смонтировать файлы как блочное устройство. Проще говоря, заставим систему воспринимать файлы как диски. Делаем Truncate с размером 128 мегабайт. Так выделим пустой файл XZT4 и MG с известным размером. Вот, файл появился. Примонтируем его как устройство в систему с помощью udisk.ctl loopsetup-f. Проверяем дополнительно с помощью lsblk. Да, устройство появилось. Хорошая практика – на диске разметить хотя бы один раздел. Для этого пользуемся cfdisk для loop 0. Оставляем разметку GPT, выбираем New, оставляем размер по умолчанию 127M, это максимальный. Выбираем write для записи изменений, подтверждая словом Yes, и выбираем Quit для выхода. lsblk с флагом "-f" покажет нам разделы с информацией об FS. Новый раздел loop 0p1 появился, но его нужно отформатировать. Для XZT4 форматируем с помощью mkfs XZT4. Опция "-l" нужна для названия. Проверяем еще раз FS. Вот, все точно отформатировано. Осталось только смонтировать раздел XZT4. udisk.ctl mount с опцией "-b" справится с этим. Копируем на диск исходное, исправное фото и файл md5sum для него. Переходим в точку монтирования и проверяем чексумму. Да, все в порядке. Для пущей уверенности посмотрим визуально на фото. Милых КТ много не бывает. Теперь к интересной части – подмене файла на устройстве. У команды FileFrag из пакета e2fsprox есть флаг "-v". Он покажет детальные данные о расположении файла. Зная параметры размера блока и физического смещения, мы можем на место photo.jpg записать поврежденный файл photobed.jpg с помощью dd. Особо отмечу, что dd может привести к потере данных, если ему передать неверные параметры. Будьте внимательны. Проверим параметры. EF – это photobed.jpg. OF – это dev loop 0p1. BS – размер блока 1024. SIG установлен как значение физического смещения
114 817. Файл фото JPG на разделе XD4 уже открывался и может находиться в кэше системы. Команда sync синхронизирует изменения на дисках, а echo one в proc sys vm drop caches сбросит кэши. Открываем файл фото JPG. Ну вот, он битый. Вернемся в терминал и попробуем проверить MD5. Ошибка. MD5 сам пишет, что чексума не сошлась. А есть ли что-то в системных логах по поводу ошибки? Journal.ctl же должен показать что-то с уровнем выше warning за последние, скажем, 3 минуты? Нет! Пусто. Собственно, в этом и заключается проблема более традиционных FS типа XD4. Они просто не знают, какие данные должны быть в файле, и не смогут подсказать, битый он или нет. Ответственность за обработку проблемных ситуаций ложится на программу, которая работает с файлом. Именно программа должна выбирать, что делать в случае ошибки. Как мы уже видели, GuanView просто покажет то, что можно. Половину фото. Теперь сделаем раздел с Btrfs. Процесс будет практически такой же, что использовали для XZT4. Разница только в именах и в том, что вместо MKFS XZT4 будем использовать MKFS Btrfs. Делаем те же шаги. Truncate. Loop Setup. CF-диск. MKFS Btrfs. Mount. Копируем файлы фото JPG и MD5 сумму на новый раздел. Проверяем чексумму. Она в порядке. Делаем визуальную проверку. Все окей. Достаем данные из файл frag и подменяем файл с помощью dd. Перепроверяем параметры для dd. EF, photobed.jpg, OF, dev, loop1, p1. Размер блока и смещение другое, VTFS другая и хранит данные иначе. BS 4096, SIG 3328. После подмены не забываем сбросить кэши. Проверяем визуально файл. Хоть немножко по-другому, но он все же битый. Проверяем чексумму. И вот, уже видна разница. Система вернула ошибку ввода-вывода, а MD5 сам говорит, что не смог считать файл. Очень интересно. А что в логах? Да, вот и ошибка. В отличие от XZT4, который просто отдал данные как есть, Btrfs обнаружил повреждение и зарегистрировал ошибку. Главное, что мы не просто видим эту ошибку, но и сможем потом найти ее в системных журналах. Таким образом, Btrfs снимает с пользователя необходимость ручной проверки целостности файлов. Эта файловая система самостоятельно хранит чексуммы для кусочков данных, и нам заниматься этим уже не нужно. При считывании файла, в случае несоответствия чексумм, FS явно сигналирует об ошибке, как мы и увидели. Тут появляется логичный вопрос. Мы получили эту ошибку только при доступе к файлу. Как удостовериться, что все файлы в порядке? Нам что, открывать каждый? К счастью, у Btrfs есть набор утилит командной строки в пакете Btrfs Procs. Одна из утилит там – Btrfs Scrub. Она умеет делать так называемый скраббинг. Процесс проверки, насколько данные в FS в порядке. Ну, или подскажет, какие конкретно есть проблемы. Чтобы начать скраббинг, пользуемся Btrfs Scrub Start и даем путь до точки монтирования. Да, инструменты Btrfs оперируют именно путями, а не устройствами. В данном случае точка монтирования находится в example Btrfs. Раздел очень маленький, всего на 2 файла. Можем сразу посмотреть результат с помощью Btrfs Scrub Status. Здесь есть полезная информация, как время начала процедуры, статус, сколько всего времени занял скраббинг, общий объем данных, скорость обработки и, конечно, ошибки. Здесь, например, видим одну ошибку чексуммы, которую невозможно восстановить. Это тот самый кусочек файла photo.jpg, который мы повредили. И иногда скраббинг может быть долгим, а вы просто хотите удостовериться, что в последнее время никаких ошибок не было. Для этого используем команду Btrfs device stats. Эта команда показывает количество ошибок записи, чтения,
ошибок сброса данных на диск, повреждения данных и ошибок с порядком записи. И вот, тут уже не одна ошибка. Scrap статус показывает результаты только для последнего запуска Btrfs Scrap. Битый кусок данных один, поэтому и ошибка одна. Device Stats показывает общий счетчик ошибок, аккумулятор. Сколько раз ошибка замечена с течением времени, столько отображается. Пока записывал видео, неоднократно открывал битое фото и пару раз запускал Scrap. Вот и набежало 11 ошибок. Еще одна интересная особенность. Если заглянуть в логи, то Scrap оставляет несколько иные записи. Там есть указание пути к файлу, что значительно удобнее, чем только информация об inode. Но найти имя файла можно и по значению inode. Для этого используем Btrfs inspect internal, inode resolve, номер inode и путь к точке монтирования. Вот, так путь понятнее, чем просто цифры. Резюмируя, мы посмотрели на то, как ведут себя XZT4 и Btrfs при работе с битыми файлами. XZT4 в стандартной конфигурации просто отдает файлы клиентским программам, как есть. Btrfs же следит за целостностью, и если заметит проблему, то возвращает ошибку ввода-вывода. Кроме этого, мы посмотрели на доступные инструменты Btrfs для проверки целостности данных, аналогов которым в чистой XZT4 просто нет. На мой взгляд, все эти особенности делают Btrfs более подходящим выбором для хранения важных данных, как, например, моего фото КТ. Ну что, на этом все. Спасибо вам за внимание.